Друзья, всем огромный привет! Сегодня мы с вами поговорим, почему фиалочки сильно пасынкуются, из-за чего это происходит и в какой момент лучше удалять пасынки, а в какой лучше оставлять их. Значит, процесс пасынкообразования встречается довольно часто у фиалочек и является естественным процессом и неизбежным. Особенно миниатюрные фиалочки пасынкуются чаще. Их нужно регулярно просматривать и удалять вовремя пасынки, если вы не планируете их укоренять. Если вы хотите поскорее получить цветущее растение и красиво сформированную фиалочку, тогда пасынки лучше удалить. И чем раньше, тем лучше. Удалять их можно, в принципе, любым предметом. Это может быть зубочистка, это может быть скальпель. Мне, например, нравится удалять обычной ручкой. У нее закругленный стержень, и им очень удобно удаляются пасынки. Все прекрасно и легко отделяется. Либо еще мне нравится удалять пинцетом. Вот таким. Позже я покажу, как я это делаю. Значит, как только вы удалите пасынки, фиалка все свои силы направит на рост, на наращивание листвы и развитие цветоносов. Другая ситуация, если вы хотите сорт размножить, особенно если у вас у фиалочки сложный окрас, если сорт капризный, в таком случае ждем, когда пасынок подрастет, станет размером с детку и будет готов к отсадке. Осторожно отделяем его от материнской розетки и далее уже укореняем в субстрате, либо в мох сфагнум можно посадить и поставить в тепличку. Вот. Если вы хотите размножить, например, химеру, а она размножается только пасынками или цветоносами, то химеру мы можем простимулировать срезанием верхушки. И ждем появления пасынков, вот, и потом уже их укореняем. Что же влияет на повышенное пасынкообразование у фиалок? Ну, первая, наверное, основная причина – это слишком питательный субстрат. Субстрат с большим содержанием азота. В таком субстрате фиалочка будет наращивать новые придатки, пасынки, и ей будет не до цветения. Поэтому нужно правильно выбирать субстрат для выращивания фиалок. Он должен быть легким, с содержанием разрыхлителей. Это может быть перлит или вермикулит, например. Далее большое количество пасынков может появиться, если фиалка поражена вредителями. Да, таким образом она пытается выжить и оставить после себя больше потомства. Также это может быть из-за сортовых особенностей, когда сорта предрасположены к образованию пасынков. То есть бывает, что такие сорта, что они очень-очень долго наращивают листву, пасынкуются и очень долго зацветают. Это все зависит от сортовых особенностей. Также, если слишком большой горшок используется для фиалки, то она может наращивать листву, наращивать обильно пасынки и только потом цвести, пока она не заполнит корневой системой весь горшочек, она не зацветет. То есть в это время она может обильно пасынковаться. Ну и, наверное, последняя причина, если фиалочки постоянно стоят на фитиле, то тоже могут образовывать пасынки. Из-за чего? Из-за того, что вода для фитильного полива все равно содержит микродозу удобрения. И из-за этого фиалка может больше пасынковаться. Вот основные причины пасынкования фиалок. Отделять пасынки нужно аккуратно, не повредив стволик у фиалки. Вот на примере давайте с вами рассмотрим, как же удалять пасынки. Значит, у этой фиалочки здесь есть вот пасынок. Вот он. Значит, мы приподнимаем листву аккуратненько. Так вот. Вот он у нас пасынок. И мы его попробуем отделить
пинцетом. Значит, аккуратно заводим пинцет между стволиком фиалки и между пасынком. Вот видно вам? Аккуратно мы его заводим. Вот так вот. И начинаем как бы вот так вот расшатывать его. То есть в сторону начинаем его отделять. Аккуратно мы зажали его. И такими вот пошатывающими движениями начинаем его отделять. Оп, все. Пасынок мы отделили. Вот такой вот у нас получился пасынок. Замечательный. Мы его посадим в субстрат, и я его поставлю сразу в тепличку. Вот так вот просто, без каких-либо усилий, пинцетом мы отделили пасынок. Вот, значит, после отделения можно стволик присыпать, например, толченым углем, чтобы ранки после отделения быстрее зажили. Но я этого не делаю. Вот, все прекрасно там как бы заживает, и ничего с фиалочкой не происходит. Кто хочет, может присыпать стволик углем, вот, чтобы ранки быстрее зарубцевались. Вот мы с вами разобрали, почему образовываются пасынки, есть ли польза от образования пасынков, и когда надо их удалить, а когда оставить. Надеюсь, видео вам было полезным, интересным. Оставляйте свои комментарии. Всем хорошего дня, хорошего настроения и до новых видео. Всем пока!